Друзья, всем привет! Прямо сейчас мы отправляемся, чтобы познакомиться с одним очень интересным человеком. И на самом деле мы пока что не знаем, получится у нас до него добраться, познакомиться с ним и, возможно, в будущем ему помочь. Впереди нас ожидает не одна сотня километров и неизвестность. Для этой поездки мы очень долго и упорно готовились. У нас полностью готова машина, мы накачали колеса, заправили, потому что мы не знаем, что будет дальше. Прямо сейчас мы отправляемся в путь, а дальше вы все сами увидите. Здравствуйте. Здрасте. А вы не подскажете, вы Игоря не знаете? Вот я по отчеству не знаю, он на острове живет. Да. А вы его давно видели? Да, зимой еще видел. Зимой? Ну так он нормальный, слушай. Парень. Ой, мужик хороший там. Ну вот это ему не повезло вообще в жизни. Он говорит, лучше одному. Узнаем у местных жителей какую-то более подробную информацию об Игоре, как он живет, из-за чего он туда переехал. Может быть, они знают, да, причины эти. И попытаемся найти там людей, кто нас переправит на этот остров. Говорят, что если там веслами гребсти, то это примерно пару часов уходит. А если на моторной лодке, то минут за 20, за 30 можно до этого острова доехать. И пока что в итоге ничего не понятно, как у нас сейчас все сложится. Но нам осталось ехать 20 километров, и там мы уже продолжим, с вами видимся и будем действовать по ситуации. Меня Игорь зовут, у вас здесь отшельник живет на острове. Знаете его? Видела издалека мельком и все. Он вообще выбирается оттуда? Без понятия. Ничего не знает. Не Мы знаю. хотели спросить, а лодка ваша? Нет, лодку оставили. А кто хозяин? Он здесь находится? Нет, он в бару живет. Просто мы хотели попросить, договориться, чтобы нас к нему перевезли. А не знаете, есть Анатолий Бородин. Они уехали отсюда уже. Вообще не живут здесь? Нет, уехали. А к кому можно тогда обратиться, как Ой, думаете? я даже не знаю, кому здесь. А где вообще берег, вот, чтобы, пристань у вас или что у вас здесь есть? Ну, это вам Откуда здесь вот добираются? прямо по улице так ехать и все, и там. Прям до конца? Да, и будет речка. И там, наверное, кто-то из рыбаков есть, может быть, с ними поговорить. Может быть, да, кто-нибудь и согласится. Ладно, большое спасибо. До свидания. Слушай, а ты не знаешь дядю Игоря? Он на острове у вас здесь живет. Которые типа отшельники, Да. туда как-то ездили, закидывали на лодку. Так надо договариваться? Да, а с кем? Ты вот знаешь, с кем можно договориться, чтобы нас туда отвезли? Да. Знаешь? Да. Ну, я могу показать. Отвезешь нас? Да. Ты сейчас в магазин? Пойдем вместе зайдем, мы тоже там хотим поспрашивать. Твои родители ничто не рассказывали? Рассказываю. Папа он знает. Вот местный магазин. Ты что, купить хочешь? Мороженое. За мороженым пришел? А еще что? Суперклей. Сверклей. По мелочи что-то продается для жителей. По внешнему виду обычный сельский магазин.
244. А вам что-нибудь еще надо? Мы за вас оплатим покупку. Возьмите. Может быть, вам колбаски еще взять, мясо? Нет, да не надо, ребята. Точно? ничего, не надо. Ой, ну спасибо, Да, ребята. пожалуйста, всего доброго, крепкого здоровья. Спасибо. Знаете его? И почему он туда перебрался? Почему он не живет здесь, там, в обычном доме, в землянке? Нравится, говорит ему. А, ему нравится? Он и на веслах плавал, потом он покупал себе лодку с мотором, у него украли здесь. Украли? Да. Обалдеть. Но он оставил на берегу, сам пока в магазин пошел или куда. Так, ну ладно, спасибо, сейчас поедем. А вот тоже посчитайте мороженое за парня. Купишь потом себе еще одно. Ты нам помогаешь, а мы тебе мороженое покупаем. А тебя как зовут? Миша? В каком классе ты учишься? Живу не в деревне, а вот за деревней, в лесу. В лесу? Да. Ну, у нас там поселение свое есть, как-то это, ну, давно папа организовал. Еще мы там живем теперь. А в школу как добираешься? Далеко? 1,5 километра до школы идти. У вас там магазина нету, да? Нет. А какие у тебя мечты в будущем? Чем хочешь заниматься? Ну, пока еще думаю, не знаю, с зоологом. Здравствуйте. Привет. Хотим А Максим, это самое, на реке, вернее, в этой самой тайге. Максим, это у кого лодка есть? Да. Мы, кстати, мимо ехали по правой стороне, лодка металлическая была, видел? Ну, Артем уже на ходу. Можем до нас видеть. Ну, брательник его. А, у него есть Старший. лодка? Да. Мы сколько уже спрашиваем местных жителей, ну, мало о нем кто что знает, ощущение, что вот он, может быть, мало с людьми общается, еще что-то. Да нет, ну почему? У него свой как бы круг общения, рыбаки там и так далее. Видите тогда до Артема? Да, давайте. Ну, До свидания. До свидания. Ну, думаю, твой брат должен нам помочь, да? А что ты сразу про него не сказал, что далеко ехать? Ну да, я так подумала. Еще раз я убеждаюсь, что все встречи не случайно. Вот что мы Мишку встретили. Сейчас, вот дай бог, его брат нам поможет, нас отвезет. Так, у нас пошел дождь, конечно. Ничего хорошего. Привет! Мы сейчас приехали познакомиться с жителем, который, ну, простите, автология, жил на том острове. Здрасте. Нам сказали, что вы раньше жили на этом острове, до расселения. Ну, в деревне была луговая, там существовала. Мгм. Да, 300 лет простояла, короче. А население большое у вас там было? Так. Ну, домов около 40, наверное, было. Мгм. Да я уехал оттуда где-то в 62 году. Из-за наводнений было, и деревня, короче, разъехалась. Затопляла по деревне все, что маленький был еще, сколько мне лет 9, наверное. На облачок сел и поплыл. То куда уехал, то в город уехал. Ну, вот сюда переехали. Так-то деревня хорошая была, но... Что на острове было, помимо домов? Там магазины, не знаю. Ну, магазин был там, клуб был, школа была. Пообщавшись с местными жителями, я еще раз убедился, что, к сожалению, многие люди не задумываются о своем будущем, о своем каком-то финансовом благополучии. В старости все это приводит к тому, что нашим пенсионерам приходится очень сильно экономить и отказывать себе во многих вещах. Всему этому, как я считаю, причина – это финансовая неграмотность. К сожалению, очень жаль, что нас этому не учат, например, в школах или институтах. Поэтому я вам рекомендую посетить бесплатный мастер-класс Егора Асланова, который научит вас создать капитал с нуля и привести свои финансы в порядок. Вы узнаете, как взять свои деньги под контроль, как снизить свои финансовые риски и достичь своих целей в будущем. Автор курса Егор Арсланов, он имеет 14-летний опыт инвестирования и провел уже более 50 семинаров на тему «Капитал с нуля» по всей России. Важно, что Егор не просто рассказывает о финансовой грамотности, а опирается на личный опыт. Он вложил в свое образование более 2 миллионов рублей. И теперь абсолютно бесплатно Егор готов поделиться изученным материалом с вами. Пройдя мастер-класс, вы наконец-то сможете обуздать свои деньги, научитесь умножать их и правильно тратить.
тратить. Не упускайте свой шанс стать финансово грамотным человеком. Я сам посетил мастер-класс Егора и понял, что сам живу по сценарию бедности. И если я сам не начну менять свою жизнь и свой подход к финансам, то меня тоже ждет бедная старость. Это я собираюсь изменить. Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс Егора Арасланова по ссылке в описании к этому выпуску. Прямо сейчас мы находимся в небольшом поселении. Недалеко отсюда, километрах в 5-7, находится остров. И на этом острове живет леший. Мы не знаем, кто он, в каких условиях он живет. Единственное, что нам сказали, что он там живет в землянке. И вот мы хотим приехать с ним познакомиться и узнать, чем ему можно помочь. Для нас это такое первое путешествие, такая первая поездка. Очень хочется, чтобы она получилась, чтобы мы не просто пообщались с человеком, узнали какую-то жизнь, а чтобы еще и, возможно, чем-то ему можно было помочь. А это куда? На крышу? Это в случае большого ливня, чтобы все не промокли. Просто я в такую погоду не ездил никогда. Сейчас Артем будет готовить лодку к отплытию, то есть сейчас будет ставить мотор, потом он отсюда лодку по маленькой речке как-то вести и уже выгонит ее на опь. Миш, подскажи, а как вы мотор туда спускаете с такой высоты? Обалдеть. Так, еще начинают комары жрать. Я представляю, что там на острове творится. Ты так будешь вручную гребсти? Офигеть! А сколько времени понадобится? Артем сказал, ему здесь, так как мель, включать мотор нельзя. Ему нужно сейчас будет веслами гребсти минут 30, ну, чтобы выйти на большую воду, и там уже он нас встретит, мы сядем и отправимся на остров. Приключения только-только начинаются. Отправляемся туда. Друзья, у меня есть еще к вам небольшое обращение. С сегодняшнего дня мы появились на площадке Яндекс.Дзен. Это та платформа, на которой мы будем выкладывать различные статьи, касающиеся героев наших выпусков. Может быть, какие-то брать небольшие интервью с текущими и вот старыми героями нашего канала. Прямо сейчас там вышла первая статья, где я рассказал про идею создания канала, как он у нас появился, какие были трудности. И вот такого формата статьи, они будут выходить там. Плюс, как я сказал, интервью, какие-то, может быть, ролики, которые не совсем подходят для Ютуба, для нашего канала, может быть, тоже мы там будем публиковать и там. Поэтому я вас там всех буду рад видеть. Если нету там у вас аккаунта, можете зарегистрироваться, либо просто наблюдать, заходить, периодически смотреть, что у нас там интересного выходит. Ссылку на наш аккаунт на Яндекс.Дзен я оставлю в описании к этому ролику. Приходите, я вам всем там буду очень рад. Ну и почитайте, ознакомьтесь с нашей первой статьей, как вот мы начинали наш канал. Большое спасибо. Артем на лодке уже приехал, мы все собрались. С нами сегодня Оля, это наша хорошая знакомая. Всем привет. Она режиссер, документалист. Да. Оля сделает так, чтобы вы все прочувствовали атмосферу, вот эти виды, и поможет нам передать, наверное, какую-то историю. Все, что будет в этом выпуске, это будут труды Оли в первую очередь, ну и, конечно, Вани на монтаже. Поэтому инстаграм мы их оставим, подписывайтесь на них, им будет очень приятно. Что значок «Жигули»? Вон написано «Жигули».
Переживаю очень, прям вообще сильно. Пока собирались, там немного поснимали с коптера. Прям вот, если бы мы сели бы, уехали бы чуть раньше, то прям сильный ливень прошел, ну, нам бы не поздоровилось точно. Спасибо семье Артема, вот дяде Игорю, там, что они нам предоставили вот эти дождевики. Друзья, мы, кажется, уже подплываем к тому месту, где живет Игорь. Нам осталось, наверное, метров 500. Мы ехали минут, наверное, 20 сюда. Не могу представить, как Игорь добирался сюда на обычной надувной лодке, имея, ну, при этом только одни весла. Это, ну, очень сложно. Я вот вообще даже не могу представить. Едем куда? Опа. Давай тихонько поднимем. Привет! Привет, привет! Такой чистенький щенок. О, ну, как это, прям как кошка лазит тут. Меня Игорь зовут. Меня тоже Игорь. Да, очень приятно, тезка. Дядя Игорь, куда вам поставить продукты? Ух ты. Что, не зайдет? Сейчас приглашайте, зайдем. Куда поставить, дядя Игорь? Да, сюда поставь. Ну, и мы просто не знали, что вам привезти. Да. Мы взяли сейчас какие-то, ну вот, консервы, мясо, что можно отварить, приготовить. Ну, такое на первое время. Заходите. Опа. Бардак, короче. Да ничего страшного, понимаем, мы же понимаем, что вы гостей не ждали. Зимой тут лучше. Кого? Зимой лучше. Здесь? Почему? Потому что живут лето лучше. Зимой? Так а наоборот, вам же здесь, ну, тяжело зимой. Мне? Да ну. Ну ты чего? Ого, у вас 2 кота? Да. Где собаки? А Ричард, вот у вас раньше была собака, ее не стало? Ну я клещ укусил. Ну ему это 17 лет уже. Ну, старенькая собака была. А это ребенок его, нет? А где вы взяли? Питомники. Вам его привезли или вы сами ездили? Ну, привезли. А это как у вас Это летний. летний домик, да? Бунгало. Давно вы его себе сделали? 14 лет. Но он выглядит, ну, достаточно крепко, хотя вот кажется, что, да, ну, что это ветки от деревьев. Удерживает. Держит нормально. А зимой он не обрушивается от снега, там еще что-то? Ну удерживает, говорю. А, выдерживает. Буржуйка, да, есть, если вечерами холодно, топите. А зимой тоже здесь живете? О, куриные лапки. Да. Всегда вот было интересно, когда люди вот выбирают, ну, вот такой образ жизни, жить там одному, не в деревне где-то, не в городе. Мне нравится. У вас это был осознанный ваш выбор переехать сюда? Конечно. А раньше вы жили где? Болотно. А, то здесь, в принципе, недалеко. Ну, 40 километров. Это вам сколько было, когда вы переехали? Я еще до этого в лесу жил. Ну, особенно в деревне покупал. Мгм. Там ноги отморозил там. А, вот в том доме отморозили? А из-за чего? Не в доме, от пилорамы до дома. Пошел, сапоги слетели, ну, через забор перелазил от собаки. Ну, соответственно, возвращаться они стали за сапогами и Да. пошли дальше. Да, и отморозил. А много расстояние большое было, которое прошли Да, без ну, сапог? 800 метров, И этого хватило? конечно. Ну, лет 14 назад мороз такой стоял, 58 градусов было. И это как раз вот в тот день вы это все и случилось? Ну, вечером. За солью пошел. Вы пришли домой, вот у вас, ну, там болят ноги, как вы вот Да никак. поняли, что это критически все? Пацаны приехали, вызвали скорую, да и все.
Искали, что поздно уже, да? Что-то делать. Ну, Просто вот вы сейчас спокойно ходили, по-моему, не скажешь, что у вас какая-то инвалидность, что с ногами Ну, да. какая-то проблема. Ну, что вы ходите как обычный человек любой. ну да. Просто приспособились уже за это Ну, время. протезы. Да. Не, ну да, то есть если бы было бы по колено, да, отрезали, уже бы вы так бы не ходили. Ну, конечно. В быту все хватает? И вы как-то привыкли, адаптировались? Я минималист. Чайник на костре, да, топите? Да, Еду плитка есть. газовая? Ну. Баллончиков на сколько вам хватает? Пару баллончиков на месяц хватает. А есть что-то такое, вот, ну, чего реально не хватает, допустим, там, не знаю, генератор? Может быть, вам здесь здорово было бы? Или у вас он, может быть, был? Не, а нафиг. Не нужен? А свет? А вот хорошо, Ну, ладно, сейчас летом темнеет поздно, а зимой в 6 часов вечера все уже темно. Все равно так же с фонариками ходите? Конечно. Из быта вот вообще, ну, есть какая-то нужда, чего там хотелось бы, может быть? Ничего не. То есть, в принципе, вы за свои 14 лет все, что хотели, да, себе уже приобрели. А что мне тут надо? Это ничего не надо. Покажите вот ваше основное жилье, экскурсию. А, прямо отсюда? Ну. Очень просто любопытно, Людей. простите, хочется посмотреть. А, ничего себе. То есть это даже уже, это еще даже не вход туда к вам. Вот дальше. То есть у вас несколько строений, да, получается? Залазим. Дядя Игорь, а у вас здесь не протекает все это дело? Да нет, вроде пока. Дерево раньше не было. Если честно, я такого вообще никогда не видел. Просто посмотрите. Офигеть. Там не топилось уже это все лето, там сырость. Так, спускаемся. Ну вот и жилье дяди Игоря. Здесь просто кровать. Пару полок. Вилки, ложки. Небольшая печка. И то она даже без одной дверцы. Грамотно все распределено. Лежат дрова. Это, я так понимаю, рукомойник. Вот сюда набирается вода. Вот дырка. Открывает. Здесь, соответственно, моет. Полотенце. Фляга с водой. Ну, какие-то теплые вещи. Кастрюли. Ну и вот тут какие-то специи. Банки. Ну, прям все по чуть-чуть. Как дядя говорит, минимализм. Открытое все. То есть битое. Оно даже не цельное. Видите, из нескольких кусочков. И вон там прям дырка. То есть оно не держит тепло. А в этом, получается, помещении оно просто как такое переходное на летнюю кухню. Ну, здесь по мелочи что-то лежит. А какие-то у вас, ну, то есть еще строения есть или это все у вас здесь? Там он еще есть. Туда медведь приходит часто. Реально? Каждый год. Там сухари сушатся, рыба. Выглядываешь, там его нету. То есть раз в год медведь бывает? Ну, осенью, если жир не набирает, приходит, ворует. Вялится рыба. Я так понимаю, здесь соль. Да. Помолся? А, ну я вот смотрю, да, маленький какой-то кокон. А хлеб зачем вот у вас тут лежит? Сушится для медведя. Как меня не кушает. Ну да, и вот здесь какая-то еще у дяди Игоря небольшая мастерская. Полиэтилен натянут. Чем питаетесь обычно? Что готовите? А, курочка. Зимой вы все на улице храните, а летом есть место хранения, вот заморозки или, ну, просто купили, приготовили, соответственно, и съели Нет. что-то такое? Купил, засолил. Получается, вы в основном рыбу ловите? Да, надоело. Надоело? У вас, наверное, навыки это ого-го. На что ловите? Ну, то есть там, может быть, на опарыши, на хлеб, еще что-то? Нет. Просто на блесну? Ну, А почему именно это место выбрали? Почему там же не остались, где вы тоже там же один жили? ну, там речка маленькая, а здесь покрупнее рыба. Вы вот, ну, в школе же учились, образование какое-то у вас есть? Угу. Преподаватель. Не закончил.
А на кого? В армию ушел. Труд терпения. Семьи у вас не было никогда? Была дочь Дочка? А она сейчас где? в Бийске. Видите с ней или не Ну, держите? редко, редко. Но она приезжает к бабушке. У вас есть, может быть, какая-то мечта? Всю жизнь мечтал в лесу пожить. Ну, мечта и осуществилась, получается. Можно так назвать? Да? Ну, у вас была надувная на весах. А в прошлом году вы брали, ну или в позапрошлом брали с моторкой, и у вас ее украли. Ну, это давно, года 4 назад. А сейчас, например, почему себе лодку не возьмете надувную? Ну, хотя бы с веслами. Пользовались же раньше. Да. Помощник был ваш, вот лодка с мотором? Да ну, Потребность есть, ну, необходимость. Топор, лопаты. Ну, я условно говорю топор, лопаты. да ничего не надо. Может, читаете, да? Какие интересные. Журнал. Журнал. Рыболов. Вы на гитаре не играете? Играем. А гитара есть? А вот как вы вот это назовете? Это смотровая площадка? Как она правильно называется? Весной, когда вода поднимается, я отсюда ловлю. А вам хватает пенсии? С чем вам помочь можно было бы? Чем? Нет вообще никакой нужды у вас? А для собак, может быть, ну что-то нужно? Да ничего не Игрушки, надо. корм, я не знаю. Считайте себя счастливым человеком. Мгм. Ладно, мы туда поедем. Давайте. Приятно было познакомиться. Извините, если вас как-то побеспокоили. Там, если вы нас будете еще рады встретить, мы как-нибудь вас еще навестим. Не против? Тогда приятно было познакомиться. Крепкого вам здоровья. Дай бог, что все хорошо было. Еще так прикольно, что ручка, за что держаться, это корень дерева. Это вообще прям гениально. Хорошая идея. Здесь прям все так. Оп. До свидания. На самом деле вот у меня двоякое такое ощущение. Вроде бы как и, ну вот то, что мы одну из целей получилось выполнить, что мы хотели узнать, как там живет, да, человек вдали от всех, один, на острове, на заброшенном острове. Я не знаю, может быть, через какое-то время навестим, если вот что-то придумаю. Пока что мне в голову не приходит, чем ему можно было бы реально помочь, от чего бы он порадовался и там как-то поднять его настроение. Напишите в комментариях, если вот, может быть, вы что-то заметили, придумали, и, может быть, в будущем мы дядю Игоря навестим. Подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на мой инстаграм, на Ванин, на Олин. Увидимся с вами через неделю. Пока.